Привет, друзья! Сейчас в вечерний обзор новостей Европы компания Ford зафиксировала убытки в электрическом направлении и пересматривает свою стратегию. Принятое решение отличается от ранее заявленных планов компании. В Германии, в Баварии расширили ограничения на рост арендной платы. Для сотен городов это означает новые правила уже при заключении договора. Фридрих Мерц впервые достаточно прямо обозначил, каким он видит будущее пенсий. В Германии речь идет об изменениях, которые ранее не рассматривались в таком формате. Deutsche Bank готовит крупные изменения в автобусных перевозках. Масштаб изменений будет заметен в различных регионах Германии. И еще одна тема, которая напрямую касается каждого немецкого застрахованного, это деньги обязательной медицины. Расходы достигли такого уровня, при котором правительству канцлера Фридриха Мерца предстоит рассматривать более комплексные решения. Обо всех этих последних событиях Германии и Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, американский автоконцерн Ford корректирует свой стратегический курс. Из-за падения продаж электромобилей компания объявила о масштабных переоценке стратегии и списала, внимание, $19,5 миллиардов. Это один из наиболее значимых убытков в истории Ford, связанный с электрическим направлением. Причина – это слабый спрос на электромобили, высокие цены и жесткая конкуренция, в том числе со стороны китайских производителей. Ряд электрических моделей продается хуже прогнозов, а инвестиции в новые платформы не окупаются. В результате Ford сокращает расходы, замораживает часть проектов и делает ставку на гибриды и автомобили с традиционными двигателями. Компания указывает, что быстрый переход на электромобили потребовал пересмотра первоначальных ожиданий. Следующая новость имеет существенное значение для Германии. В Баварии расширяют действие ограничения роста арендной платы. Теперь оно будет применяться в 285 городах и общинах федеральной земли. Решение принято из-за острого дефицита жилья и продолжающегося роста цен на аренду. Суть меры простая. При заключении нового договора арендодатель не имеет права устанавливать цену более чем на 10% выше средней рыночной аренды в конкретном городе или районе. Целью является сдержание роста цен, который в наибольшей степени затрагивает семьи и граждан со средним доходом. Власти Баварии признают, что в крупных городах и пригородах аренда стала практически недоступной, поэтому список населенных пунктов с ограничением расширили почти до 300. При этом правило не распространяется на новое жилье и квартиры после капитального ремонта. Там владельцы по-прежнему могут устанавливать цену свободно. Мера будет действовать несколько лет и должна снизить давление на рынок жилья, который остается одним из самых проблемных в Германии. Следующая новость связана с обсуждением курса Фридриха Мерца. В Германии канцлер обозначил ключевое направление будущей пенсионной реформы. По его словам, система пенсий должна в большей степени опираться на рынок капитала и инвестиций в акции, а не только на взносы работающих граждан. Мерц заявил, что при старении населения прежняя модель перестает быть устойчивой, число пенсионеров растет, а количество работающих, наоборот, сокращается. Поэтому, по мнению канцлера, без дополнительных источников финансирования сохранить уровень пенсий будет невозможно. Речь идет о том, чтобы часть пенсионных средств инвестировались через специальные фонды на финансовых рынках. Такой подход, как подчеркнул Мерц, уже используется в ряде европейских стран и позволяет получать долгосрочный доход. При этом канцлер отметил, что речь не идет о спекуляциях или риске для нынешних пенсионеров. Инвестиционная модель должна быть строго регулируемой и рассчитана на десятилетия вперед. Таким образом, правительство Германии Фридриха Мерца готовит постепенный переход к смешанной пенсионной системе, где государственные выплаты будут дополняться доходами от капитала и акций. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. Deutsche Bank планирует крупную закупку автобусов, в основном электромобилей. Компания собирается заказать несколько тысяч новых автобусов, которые будут использоваться на региональных и городских маршрутах по всей Германии. По плану, большая часть заказанных машин будет полностью электрической. Среди моделей, которые рассматриваются для закупки, это автобусы известных производителей, таких как Mercedes-Benz, MAN, Solaris и другие электрические модели, уже серийно выпускаемые европейскими заводами. Закупка требуется для выполнения обязательств по экологическим нормам и национальным целям по снижению выбросов. Deutsche Bank сталкивается с необходимостью сокращать углеродный след не только на железной дороге, но и в сегменте наземного транспорта.
Новый подвижной состав электробусов должен заменить устаревшие дизельные аналоги и снизить потребление топлива. Проект реализуется в рамках контрактов Deutsche Bahn Region Bus с федеральными землями и муниципалитетами. Важной частью плана является создание инфраструктуры для зарядки. Станции быстрой зарядки будут устанавливаться на конечных остановках и в депо. При этом компания не исключает, что часть заказанных автобусов все же будет иметь гибридные приводы или двигатели внутреннего сгорания в тех регионах, где пока невозможно обеспечить полноценную зарядную сеть. Руководство Deutsche Bahn подчеркивает, что эта закупка станет одной из крупнейших в истории предприятий и заметно изменит структуру автопарков в сегменте пассажирских перевозок. И это только начало. В Германии усиливается обсуждение распределения взносов обязательного медицинского страхования, объем которых превышает 300 миллиардов евро в год. Тема напрямую касается правительства Германии и лично канцлера Фридриха Мерца. Основная часть денег по-прежнему уходит на больницы, амбулаторное лечение и дорогие лекарства. Расходы растут из-за старения населения и увеличения числа хронических пациентов. При этом страховые кассы отмечают риск дефицита средств и возможность изменения размера взносов для граждан. Канцлер Фридрих Мерц уже дал понять, что система нуждается в пересмотре. В правительстве Германии обсуждаются меры по сдерживанию расходов, повышению эффективности клиник и реформе финансирования здравоохранения. Одновременно со стороны Евросоюза звучат дополнительные бюджетные требования. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен требует от стран ЕС, включая Германию, соблюдать бюджетную дисциплину и ограничивать рост социальных расходов. Это означает, что Берлин вынужден балансировать между растущими медицинскими расходами и финансовыми требованиями Брюсселя. Эксперты отмечают, что без политических решений на уровне правительства Германии и Еврокомиссии система медицинского страхования может столкнуться с дефицитом в ближайшие годы, что может отразиться на застрахованных граждан. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.